Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео у нас с вами народные приметы на 8 декабря. Друзья, в этом видео поговорим о церковном календаре, обязательно уделим внимание народному календарю, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать 8 декабря по народным приметам. Итак, 8 декабря православная церковь чтит память Климента I. Это был апостол от 70, который широко почитался в Древней Руси. В православии он почитается как один из первых христианских религиозных ораторов, проводивших проповеди на северных территориях Причерноморья, которые впоследствии стали землями Киевской Руси. Исторических свидетельств о жизни святого сохранилось, к сожалению, мало, но известно, что он происходил из знатной римской семьи. Когда Климент был маленьким, он вместе с матерью и братьями отправились из Рима в Афины по морю. Корабль потерпел крушение, и члены семьи выжили, но потеряли друг друга. Мать осталась на одном из островов Восточного Средиземноморья. Она оплакивала потерю детей, а вот мальчики оказались в Иудее, где были усыновлены. Климент взрослел в Риме, изучал науки и грустил о пропавших родственниках. Его отец отправился на поиски членов семьи и решил не возвращаться домой, пока всех не отыщет. В возрасте 24 лет Климент услышал о пришествии Христа и заинтересовался его учением. Для этого отправился на восток. В Иудее он познакомился с апостолом Петром, принял от него крещение и стал его учеником. Среди других учеников Петра были его братья, но они не узнали друг друга. Во время своего путешествия апостол Петр встретил мать и отца Климента и помог семье воссоединиться. Родители тоже приняли крещение. Климент стал одним из ближайших сподвижников апостола. Позже возглавил Римскую церковь. Он был 4-м епископом Рима. Священномученик жил в 1 веке после Рождества Христового, тогда, когда выражение «Папа Римским» еще не ассоциировалось с католической церковью. Епископ Климент возглавлял римскую кафедру задолго до отделения Западной церкви от Восточной православной. Во время гонений на христиан Климента отправили в изгнание на каторжные работы, где он познакомился с осужденными христианами, которых он утешал и наставлял. Климент обратил веру многих язычников. Император Троян, узнав об этом, отправил в Херсонес своих людей и приказал поймать проповедника и утопить в море, привязав к якорю, чтобы тело его не нашли сподвижники. Однако благодаря молитвам учеников море отступило почти на 500 метров, и тело святого было найдено людьми. С этого дня на протяжении 7 столетий ежегодно море на несколько дней отступало, давая возможность всем желающим поклониться апостолу. Во время этого совершались многие чудеса, а люди, молясь святому, исцелялись от болезней. В этот день православная церковь также чтит память священномученика Петра Александрийского, который родился и вырос в Александрии. Его воспитанием занимался епископ Феон. Петр получил хорошее образование и на протяжении 5 лет управлял богословской школой. Позже возглавил Александрийскую церковь. В период Великого гонения, организованного императорами Диоклетианом и Максимианом, покинул Александрию и путешествовал по империи. А вернувшись домой, написал адресованное христианам, шедшим на разные ухищрения, чтобы избежать мучения, слово о покаянии. Петра арестовали и решили казнить. Новость о его казни спровоцировала народные волнения. Ну а чтобы избежать ареста и казни своих сторонников, которые бы встали на его защиту, Петр попросил казнить его тайно в ночное время. Трибун с воинами были удивлены, насколько мужественно святой шел на смерть.
Утром, узнав о кончине своего епископа, толпы людей направились к месту казни, взяли тело и голову и принесли в церковь, и, облачив епископские одежды, посадили на время отпевания на горнее место. И сегодня, друзья, отдание праздника – введение во храм Пресвятой Богородицы и торжества по случаю одного из главных православных праздников – это введение во храм Пресвятой Богородицы, который приходившихся на 3 декабря и завершается 8 декабря. Все это время в храмах проходят молебны в честь Богородицы. Также сейчас у нас с вами, друзья, продолжается рождественский пост, поэтому под запретом пища животного происхождения. Поэтому по возможности нужно отказаться от мяса, яиц, молока, а также продуктов с их содержанием. Исключение делается для детей, пожилых людей, беременных, имеющих те или иные болезни, которым нельзя следовать диете и отказываться от определенных видов блюд. Ну а в народном календаре этот день называли Клим Холодный или Клементьев день, потому что к этому времени становилось очень холодно, шел снег и дул северный ветер. Матери в Клементьев день в церквях молились святому и просили крепкого здоровья для детей, чтобы уберечь их от зимних лютых морозов. Люди говорили, что с этого дня начинается суровая зима. Также крестьяне 8 декабря трудились на голодный желудок, не завтракая, считая, что после еды снизится трудоспособность. Согласно поверью, любое важное дело в этот день следует было начинать натощак. Женщины в этот день пряли, сидя у окна. За счет большого количества снега, лежавшего на улице, в избах было светло. Из дома старались не выходить, потому что боялись встретиться с волками, которые близко подходят уже к человеческому жилищу. Особенно старались не покидать родные стены в темное время суток. Время коротали за разными ремеслами. Также 8 декабря шли в церковь, чтобы помолиться святому Клименту. За ужином все члены семьи, как правило, собирались вместе, разговаривали и пели песни. Также наши предки верили и в существование злых духов-трескунов, которые летом дремлют, а зимой просыпаются, стукают по замерзшей земле и веткам, бегают по полям и дуют в кулак, от чего и веет холодный ветер. Людям, которые жалуются на стужу, трескуны могли наказать болезнями, поэтому, чтобы здоровье было крепким, важно при любой погоде оставаться веселым и бодрым. Также 8 декабря нужно было использовать для лечения траву под названием Петров крест. Можно избавиться не только от болезней, но и душевной скорби. Ну а если в семье были маленькие дети, в тот день Клементия матери молились святому и просили, чтобы он помог оградить детей от зимней стужи и болезней. После принятия пищи трудиться было запрещено, поэтому любую работу 8 декабря выполняли утром, а уже приступали к самому завтраку. Также обращаем ваше внимание, в Клементьев день было принято прясть возле окна. Это помогало привлечь удачу, а изобилие снега было светло, как днем. Вы знаете, народные суеверия, связанные с днем Клементия, воспринимались как подсказки со стороны светлых сил. С помощью народных примет определяли погоду, а традиции почитали, чтобы в доме всегда царила энергия изобилия и уюта. Ну а вечером, когда семья укладывалась спать, хозяйки читали магические слова от простуд и лихоманок. А мы вам предлагаем 8 декабря провести обряд на крепкое здоровье. Надо взять обязательно 8 декабря церковную свечу, зажечь ее и сказать такие слова: «Недуги огнем сжигаю, лихоманок в дом не пускаю, идите прочь от меня, будет здорова моя семья».
После пройтись по всем углам дома, остановиться у окон и входной двери, где наложить трижды крестное знамение. Свечку потушить и спрятать ее до следующего вечера. Потом снова зажечь, чтобы догорело. А еще, конечно, на Клима Холодного ворожили, выкапывали ямку и помещали в нее вещь. Какую именно, здесь зависело уже от желания человека. Если хотели разбогатеть, вкладывали в ямку монету, найти хорошую работу, гвоздь или щепку, выйти замуж, ленту или бусинку, родить ребенка, палочку, завернутую в тряпку. Также наши предки анализировали природные явления и по народным приметам на 8 декабря пытались предсказать погоду на ближайшее время, поэтому знали, что если 8 декабря идет снег, то лето будет дождливым. Ну а если на водоемах поверх льда видна вода, то скоро потеплеет и дождь пойдет. А если много снега на земле лежит, то год урожайным будет. Петух рано утром кричит 8 декабря к потеплению. Именины в этот день 8 декабря отмечают Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климен, Павел, Петр, Симеон и Ярослав. Человек, рожденный 8 декабря по знаку зодиака Стрелец. Эти люди наделены сильным характером, они стремятся к достижению поставленной цели, но часто сомневаются в себе и в своих возможностях. В качестве талисмана им подходит горный хрусталь, из которого изготавливают магические шары, которые помогут сосредоточиться и усилить даже чувствительность. Ну а сны, увиденные в ночь с 7 на 8 декабря, способны предостеречь от ошибок. Особенно это касается тех сновидений, образы которых хорошо врезались в память. Так, если в эту ночь вам приснится перекресток, спутанные нити, растрепанные волосы или много узлов, значит, стоит поменять свои планы. Скорее всего, они приведут к грехопадению. Ну а если во сне в эту ночь вам явится кто-то из умерших родственников, то необходимо оценить, насколько плотно пороки предков сидят в вашей жизни. Отдельное внимание нужно обратить и на те, от которых пострадал ваш род, и от них нужно срочно избавляться. Ну а если в ночь с 7 на 8 декабря вы увидите себя в опасности, это будет сигналом к тому, что в ближайшее время вам придется делать непростой выбор. К этому процессу нужно подойти со всей серьезностью. В противном случае можно испортить свою судьбу. Что же можно было делать именно в этот день, 8 декабря? День желательно провести как можно больше времени в уединении, молитвах, медитациях. Также лучше всего заниматься текущей работой, не выходя за пределы привычного. В день Клима Холодного наши предки считали, что нужно быть веселым, бодрым, радуясь морозу, и тогда всю зиму никакая болячка не пристанет к вам, и никаких бед не случится. Также сегодня не стоит и переедать. Сегодня тощий живот – главный помощник в свершении задуманного. Так считали наши предки. Теперь давайте поговорим о том, чего же нельзя было делать 8 декабря в день Клима Холодного. Итак, главное, что нельзя было делать, так это жаловаться на холод, так как народные приметы говорят нам о том, что морозный дух, царствующий на земле в этот период, может наслать на человека разные болезни. Также нельзя начинать и новые дела сегодня на полный желудок. Ничего хорошего, к сожалению, из этого не выйдет. Нельзя в день Клима Холодного и проявлять бурную деятельность. Лучше пусть все идет своим чередом. В итоге все сложится даже лучше, чем планировалось. Такой совет касается и всех сфер жизни. Также в этот день не стоит ссориться и с начальством, доказывая свою правоту и профессионализм. Спорить с любым человеком по поводу, кто прав, а кто виноват, а также выяснять отношения с коллегами. Выжидательная позиция сегодня пойдет только вам на пользу. Кстати, 8 декабря не стоит лезть и в чужие дела, даже если об этом и просят, поскольку такое вмешательство может негативно отразиться и на том, кто попросил, и на том, кто решил помочь. Все решится само собой.
Не рекомендуется в этот день сушить и белье в помещении. Сегодня его нужно в обязательном порядке вывесить на улицу, чтобы морозный дух из него всю нечисть выгнал. После этого никакая беда не случится с тем, кто наденет примороженную одежду на себя. Что же касается полотенец, используемых после купания, то и им не надо давать высохнуть до конца. Немного влажное и пахнущее морозом полотенце подарит тому, кто им вытрется здоровье и энергию. Также сегодня не рекомендуется лечить начавшийся кашель только медикаментозными средствами. Надо добавить к еде лук или чеснок. Их запах выгонит обязательно все болезни. Друзья, вот такой у нас с вами день 8 декабря по народным приметам и по церковному календарю. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.